Нет. Вот так, сейчас, да? Давайте мы потихонечку будем все собираться. Если кто-то пьет там еще чай, возвращайтесь. Отлично. I think we should start. Okay, that's better. Welcome back, everybody. This next. Thank you. Okay, so welcome back, everybody. In this next session, we're going to talk about another rare condition of cat's lower respiratory tract. Мы сегодня продолжаем говорить о состояниях, связанных с нижними отделами дыхательных путей. Сейчас поговорим о следующем заболевании. And this is the really problematic condition of idiopathic pulmonary fibrosis. Это идиопатический легочный фиброз, который действительно представляет собой сложную проблему. And so this is, I suppose, a relatively recently recognized problem in cats. Я думаю, что это заболевание можно назвать только недавно диагностируемым, только недавно стали вообще его выделять и понимать. Unfortunately, it is quite a rare condition. Она достаточно редкая. Because it is also a really very unpleasant, progressive and ultimately fatal disease. И это хорошо, что она редкая, потому что это очень неприятное, тяжелое и в итоге летальное заболевание. So, as its name tells us, this is an idiopathic condition, so we don't yet know what causes it or what predisposes a cat to develop it. Как следует из названия, мы не знаем причин, состояние называется идиопатическим, и не совсем понимаем, как оно развивается и почему приводит вот к таким тяжелым последствиям. But at least on histopathology and on presentation, it does have a lot of similarities to a human condition called usual interstitial pneumonia. Но у него есть много схожих черт с заболеванием в человеческой медицине, которое называют интерстициальной пневмонией. But again, in cats we don't know what causes this disease or which cats, if any, are more at risk. Только у кошек мы не знаем, что вызывает это заболевание и какие кошки, соответственно, относятся к группе риска. It's a condition where fibrosis and metaplasia occurs in the interstitial lung tissue. Это состояние, при котором метаплазия возникает в интерстициальной легочной ткани. And you can just see from these two pictures, this is a relatively, well, it is a normal lung histology, with lots of big air spaces. Слева вы видите нормальную гистологию ткани легкого, когда много воздуха и тоненькие стеночки. And this is a post-mortem sample from a cat with interstitial fibrosis, with huge thickening of the muscle and the airway walls. А справа постмортем образец кошки, которая, соответственно, скончалась в результате легочного фиброза, где вы видите очень сильное утолщение стенок, и вся картина в целом розовая, а не белая. So, clinically, these cats present with respiratory distress. Клиническая картина включает в себя нарушение дыхания. They have tachypnea and dyspnea. Дыхание от учащенного до эпизодов диспноя. And the pattern of the dyspnea is sometimes inspiratory, but really it's a more mixed, both inspiratory and expiratory pattern, so quite symmetrical. Паттерн нарушения дыхания в основном трудности на вдохе, однако чаще всего встречается смешанный, то есть трудности и на вдохе, и на выдохе. So this is a cat showing that both increased inspiratory effort
but also, it's hard to see on the video, but he does also have some expiratory effort. Тяжело видеть на этом видео, но тем не менее есть усилия и на вдохе, но вот дальше уже сложно различить, но и на выдохе ему тоже приходится напрягаться. And maybe what you can also see from this short video is that this cat is quite underweight. Наверное, вы также видите дефицит массы тела у этой кошки. And he's generally in poor coat condition. Шерсть в плохом состоянии. So this is an unwell cat with a problem rather than a well cat with a problem. Поэтому это в целом кошка в тяжелом состоянии. Вот это вот по нашему алгоритму, да, в целом здоровая кошка или в целом больная кошка. Вот это больная. And that's typical of this condition. Это типично для данного заболевания. As well as their respiratory signs, these cats tend to be quite lethargic. Что помимо симптомов со стороны дыхательной системы мы также отмечаем летаргию. And at least by the time it becomes evident, they have poor appetite and weight loss. К тому моменту, как заболевание развивается и становится очевидным, они уже теряют и аппетит, и теряют уже массу тела. And they do usually develop a chronic cough. И обычно у них хронический кашель. So that's perhaps not an unexpected list of clinical signs for the kind of pathology we're dealing with. Это, скорее всего, очень понятный список симптомов для данного заболевания. Мы все это ожидаем увидеть. What perhaps is quite unexpected is that very often these cats appear to present with a relatively recent onset of disease. А что неожиданно, это то, что обычно начало очень резкое. То есть, когда пациент к вам попадает, это началось с ним совсем недавно. So whereas a cat with chronic bronchial disease may have been coughing for years, в то время как пациенты с хроническими заболеваниями бронхов могут кашлять годами, once these cats with idiopathic pulmonary fibrosis start showing obvious clinical signs, пациенты с фиброзом начинают демонстрировать четкую симптоматику, it's often quite rapidly progressive and the pathology is often already quite advanced. Неожиданно все это очень быстро события начинают развиваться, и к тому моменту, как в принципе они приходят в клинику, сама стадия заболевания уже тяжелая. And I think that's a little different to the situation in dogs with idiopathic fibrosis. Это не похоже на ситуацию с идиопатическим фиброзом у собак. In the UK we see a condition in West Highland White Terriers, which we call crackling Westies. В Великобритании мы часто сталкиваемся с таким у вестиков, и мы называем их хрипящие вестики. And that is quite a chronic disease. It's a very nasty condition, but often it does go on for quite a long time. Очень неприятное заболевание, оно тоже сложное и тяжелое, но оно длится и развивается у них очень долго. Whereas with the cats with idiopathic pulmonary fibrosis, it's a chronic disease, but it presents as a relatively acute onset, and then unfortunately the survival time post-diagnosis is usually short. В отличие от собак, у кошек можно сказать, что течение острое, болезнь за это время уже прогрессировала достаточно далеко, и поэтому продолжительность жизни после диагностики очень-очень короткая. Now there aren't very many recorded cases in the literature, but if we look at what we do have in the recorded literature, the average reported survival time around about 5.5 months. Случаи в литературе описаны. Среднее время продолжительности жизни после диагностики 5,5 месяцев. And you can see in this other study, more than half of the cats had died or been put to sleep within weeks of their initial presentation. Еще одно исследование, тоже датированное 2004 годом, говорит о том, что более половины кошек умерли либо были усыплены в течение нескольких недель после развития симптоматики. And very few of the cats, just 17% of the cats, survived for more than 1 year.
И лишь 17% кошек с этим диагнозом прожили больше года. So, again, from the published literature, and certainly from the very few cases that I've seen, it mostly affects middle-aged and older cats. Согласно литературе, которая есть, и случаям, которые я видела лично, хоть их было и всего несколько, чаще всего поражаются кошки среднего возраста или пожилого. And when you examine these cats, you generally will find really very noisy lungs when you listen. На физическом осмотре при аускультации вы можете обнаружить достаточно распространенный шум по всем легким. So they'll have a combination of crackling noises on inspiration. У них будут и хрипящие, клокочущие звуки на вдохе, but also wheezing on expiration. И свисты, хрипы на выдохе. And those sounds will be diffuse throughout all 4 quadrants of the lung fields. И по всем 4 квадрантам шум будет наблюдаться, он будет диффузно распространен. As we've said, the pathology can be very severe. We see multifocal interstitial fibrosis. Итак, тяжелая патология, которую мы наблюдаем, выражается в выраженном многоочаговом интерстициальном фиброзе. But also alveolar epithelial metaplasia, so an abnormality of the alveolar lining that will obviously affect oxygen transfer. Также нарушение эпителия альвеол, метаплазия, которая, разумеется, влияет на транспорт кислорода. And also hyperplasia of the interstitial smooth muscle. И также гиперплазия гладкой мускулатуры, интерстициальной гладкой мускулатуры. So all of this adds up to a lot of extra tissue density within the lungs, preventing normal oxygen exchange. Все это вместе приводит к сильному уплотнению легочной ткани, что нарушает обмен кислорода. But what we don't see in these cases is any significant inflammatory response to the condition. Но чего мы не наблюдаем, так это воспалительные реакции. And that's important to be aware of because it's relevant to the diagnostic tests that we can do, but also to the predicted response to treatment. Это очень важно для понимания развития болезни, а также для возможности лечения этого заболевания. So, sadly, in this disease, and we can predict it from the histopathology, к сожалению, данная болезнь, и это очевидно из гистопатологии, we get no response to corticosteroids because there's no significant inflammation. Не реагирует на кортикостероиды, потому что нет никакого воспаления. It's not an infectious condition, so we won't get any good response to antibiotics. Не реагирует на антибиотики, потому что не несет инфекционный характер. And even bronchodilators are not helpful because it's not a problem of narrow airways, it's a problem of oxygen exchange at the alveolar level. И бронходилататоры тоже не помогают, потому что это совершенно не вопрос просвета, это вопрос разрушения альвеол и нарушения обмена кислорода. And you can see this section from a cat, again a post-mortem sample in a cat in a recent publication. You wouldn't really know it was lung tissue at all because there's no air space anywhere. В относительно недавнем исследовании, в виде датированном 2014 годом, тоже опубликован вот такой вот срез постмортем, разумеется, вы даже не можете догадаться, что это легочная ткань, потому что здесь нет воздуха. So when we take radiographs of these cats, again, we do, by the time they are presenting with clinical signs, we usually do see quite severe changes. Итак, когда к нам приходит подобный пациент, мы, разумеется, делаем рентген, и так как болезнь в этот момент уже развита достаточно серьезно, мы видим значительные изменения. But again, as with so many of the conditions we're talking about, the types of changes on the X-rays are highly variable. Однако они могут быть совершенно разными. They are complex, mixed patterns. Это сложные смешанные паттерны. And although the changes within the lungs on histopathology are very diffusely distributed, the changes on X-rays often have some focal areas
of increased density as well as the general background interstitial pattern. И при том, что на гистологии вы видели очень плотные, диффузные изменения, здесь на рентгене мы обычно наблюдаем очаговые изменения и диффузный интерстициальный паттерн. So again, very difficult to really describe and certainly difficult to identify as a characteristic X-ray change. Трудно не только выявить какие-то характерные изменения, но и даже в принципе описать тот рентген, который мы видим у таких пациентов. And this recent survey of published cases looked at from a diagnostic imaging point of view. И вот это недавнее исследование, которое по сути смотрело на все предыдущие опубликованные материалы и компилировало подборку с точки зрения визуальной диагностики. So a review published in Veterinary Radiology and Ultrasound. Это журнал, посвященный именно радиологии и УЗИ. Concluded that patients had a broad range of radiographic characteristics. Как раз таки подтверждает эту мысль, потому что формулирует ее следующим образом. У пациентов был широкий диапазон различных изменений на рентгене, That included bronchointerstitial pattern, которые включали в себя бронхоинтерстициальный паттерн, an alveolar pattern, альвеолярный паттерн, pulmonary masses, образование в легких, pulmonary bullae, буллы или сумки в легких, and also pleural effusion and cardiomegaly. плевральный выпад и кардиомегалия. And we'll come back to why they might have pleural effusion and cardiomegaly a little later. Чуть позже вернемся к вопросу выпада и кардиомегалии, почему они развиваются. But what we might consider the primary lung changes Но с точки зрения изменений в легком, прежде всего нас интересует, as you can see, are complex and varied. Именно то, что они комплексные, сложные и они варьируют. So on this particular X-ray, I think we can see areas of increased lucency which probably represent pulmonary bullae. Как вы видите, у нас есть достаточно рентгенопрозрачные области, которые, скорее всего, представляют собой вот эти вот легочные буллы. We have other areas which look like interstitial change. Есть зоны интерстициального паттерна. Certainly also some areas which look bronchial. И часть областей выглядит как бронхиальный паттерн. And so the authors concluded that cats with pulmonary fibrosis have highly variable radiographic characteristics. Таким образом, эти же авторы пришли к выводу, что изменения на рентгене очень варьируются сильно. And these characteristics may mimic other diseases, и могут быть похожими или интерпретироваться как другие заболевания, such as asthma, pneumonia, pulmonary edema or neoplasia. Такие как астма, пневмония, отек, легочный отек или новообразование. If we have access to CT, we might predict that that would perhaps give us more useful information. Если у нас есть доступ к КТ, наверное, КТ мог бы предоставить нам много более полезной информации. Now, as yet, there aren't very many published case reports which include pre-mortem CT. К сожалению, пока что описано очень мало случаев, есть очень мало снимков КТ живого пациента. And I'm not a diagnostic imaging expert and I don't read CT, so I don't want to try and explain this to you in any great detail. Я не визуальный диагност, и сама по себе я читать КТ не умею, не занимаюсь этим в своей повседневной практике, поэтому сильно детали я вам здесь объяснить не смогу. But suffice to say that again the CT changes are quite widespread but varied. Достаточно сказать, что и на КТ мы видим разнообразные распространенные изменения. So soft tissue attenuation and masses. Соответственно, это и образование в легких, и мягкотканная атенуация. Localized alveolar infiltrates. Местные локальные альвеолярные инфильтраты. Reticular changes and honeycombing, representing that fibrosis around the alveoli. Ретикулярные изменения и такая сотообразность, ячеистость, которая
в которую превращаются альвеолы. It seems to start peripherally, so subpleural areas often more affected. Очевидно, что заболевание начинается с периферии, поэтому области вокруг плевры более поражены. And in this recently published case, areas of traction bronchiectasis, which is sort of tearing of the lung tissue because of the reduced elasticity. И вот в этом последнем исследовании также отмечались бронхоэктазы, и бронхоэктазы связаны именно с разрывами участков легких, связанных с потерей эластичности. So very severe changes, and not surprising that these cats don't do well. Тяжелые изменения, поэтому неудивительно, что заболевание приводит к летальному исходу. So what can we do to identify this condition, to diagnose it? Что же сделать для того, чтобы поставить такой диагноз? Well, it's very difficult. Трудно это сделать. We've seen that X-ray changes are very marked, but not specific. And if we go on and do our more normal further tests, bronchoalveolar lavage or fine needle aspirate, мы видели, что на рентгене мы отмечаем множество изменений, однако они не специфические. Если мы продолжим обследование данного пациента и проведем именно смыв с легких или же биопсию, we'll see very low numbers of mixed inflammatory cells because it's not primarily an inflammatory disease. В образцах мы увидим очень малое количество воспалительных клеток, потому что это заболевание не несет воспалительный характер. So really, it's more a question of your bronchoalveolar lavage or needle aspirate ruling out other conditions rather than them giving you the diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. Поэтому, по сути, проведя смыв или беря эту тонкоигольную биопсию, мы не можем подтвердить фиброз, но мы можем исключить другие заболевания, исключить, что это воспаление или инфекция. And unfortunately, in this particular condition, these procedures are not without their risk. К сожалению, при таком тяжелом заболевании эти процедуры тоже рискованны. So unfortunately, whereas normally I would say to you that bronchoalveolar lavage and lung fine needle aspirate are very safe procedures and very worthwhile procedures to undertake, in these cats they can be very problematic. Поэтому если обычно я говорю, что это и лаваж, и биопсия, безопасные процедуры, которые очень легко и нужно проводить, то в данной ситуации они могут привести к летальному исходу. So some cats that come into the clinic badly affected but coping with their disease, when we anesthetize them and undertake these diagnostics, it can actually cause very severe and rapid decompensation. Многие кошки, которые страдают этим заболеванием, однако каким-то образом с ним справляются, организм компенсирует, механизмы отключаются во время анестезии, и может произойти очень сильная декомпенсация. And unfortunately, once they start to struggle, they don't respond to our usual emergency treatment measures, again because they don't need bronchodilators, they don't need corticosteroids. Their problem is the fibrosis. И в случае, если мы начинаем их реанимировать, то они очень плохо отвечают на меры реанимации. Это связано с тем, что им не помогают ни кортикостероиды, ни бронходилататоры. And it's likely that at least a proportion of those cats that deteriorate do so because they have pulmonary hypertension contributing to their problems. И, скорее всего, одной из основных проблем, которая вызывает такое ухудшение, является легочная гипертензия у подобных пациентов. So bronchoalveolar lavage doesn't give us a diagnosis, and neither will fine needle aspirate samples. Соответственно, ни лаваж, ни тонкоигольная биопсия не подтверждают нам диагноз. And this is one situation where I would be very cautious of needle aspirate because the fibrous nature, the reduced elasticity of the lung does give an increased risk of pneumothorax. И здесь также следует отметить, что опасность тонкоигольной биопсии еще одна заключается в том, что здесь можно легко сделать пневмоторакс из-за общего состояния легких и их сниженной эластичности. So if we do suspect this disease and we do want to do any diagnostics,
then bronchoalveolar lavage would be preferred to needle aspirate. Поэтому, если мы подозреваем это состояние и мы хотим обследовать пациента, то тогда уж лучше выбрать балл, потому что он менее опасен. But I'm afraid to say the only way to really diagnose this condition for definite is to take a biopsy sample of the lung. Но, к сожалению, совершенно точно подтвердить диагноз можно только образцом ткани, то есть это биопсия легкого. And clearly that is something which is very rarely done in cats in general, but particularly in cats that are as unwell as these cats. Что при этом очевидно, что она и вообще биопсия редко проводится у кошек, а уж у таких тяжелобольных тем более. So those cases where we do have a definitive diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis, it is usually a post-mortem diagnosis. Поэтому все точные диагнозы фиброза были поставлены постмортем. Good. Хорошо. So if we do have a suspicion of this disease prior to death, what can we do? As we've already seen, actually, there's very little we can do. Что же делать, если кошка еще жива? Мы подозреваем этот диагноз, хотим ей как-то помочь, а при этом у нас просто ограничены средства. And in fact, one way that we sometimes get an impression that we are dealing with this condition is because the cat does not respond to corticosteroids, antibiotics, bronchodilators. Даже зачастую на мысль о фиброзе нас наталкивает именно тот факт, что мы пытаемся лечить кошку, а она никак не реагирует положительно на это лечение. So there really isn't anything we can do to try and help with the primary disease. Итак, с первичным ее состоянием сделать мы ничего не можем. But it does seem that a proportion of these cats towards the end of their disease develop pulmonary hypertension as a secondary consequence. Однако важно понимать, что вторичным именно последствием этого заболевания зачастую является легочная гипертензия, которая развивается у кошек. So that makes them an increased anesthetic risk. Соответственно, сложно им делать анестезию. But it may be that it will also contribute to their clinical signs, and maybe if we can manage that, it could at least provide some help. И, может быть, мы могли бы справиться с этим состоянием и хоть как-то облегчить и улучшить качество жизни пациента. So how would we identify whether these cats do have secondary pulmonary hypertension? Как определить, что есть легочная гипертензия? Well, again, I'm afraid that's very difficult in cats. Это сложно у кошек. You may well just see jugular distension on your clinical exam, and it's always worth looking for that because that is quite a reliable indicator. При обследовании вы можете отметить, и, пожалуйста, обращайте на это внимание, утолщение еремной вены. Unlike other species, cats don't have any reliable radiographic changes for identifying pulmonary hypertension. Операция на рентген для определения гипертензии практически невозможна. Until the hypertension is severe enough and chronic enough to cause secondary cardiac changes. До тех пор, пока она не настолько долго присутствует в организме, чтобы уже вызвать увеличение размеров сердца. And then we will potentially see cardiac enlargement, right-sided cardiac enlargement, and potentially pleural or pericardial fluid. Тогда мы уже увидим гипертрофию правых отделов сердца, и, возможно, мы можем увидеть плевральный или перикардиальный выпад. And you might remember that those changes were on the list of potential radiographic changes that we might see in this disease. И опять-таки мы помним с вами о том, какие разнообразные изменения бывают на рентгене при этом заболевании, и вот кардиомегалия и выпад были в списке этих изменений. And so again, that just reflects that secondary pulmonary hypertension is common in this condition. Что опять-таки говорит о том, что вторичная легочная гипертензия достаточно часто встречается при фиброзе. So if there is pulmonary hypertension, we may also see elevations in NT-proBNP. Мы также можем увидеть повышение NT-proBNP. So that might give you a bit of an indication. Это может служить некоторым маркером. But unfortunately, we do see
pro-BNP elevated in cats with respiratory diseases of other causes, as well as in cats with cardiac disease. Однако этот маркер сердечной недостаточности может повышаться и при других заболеваниях дыхательной системы, и при кардиологических состояниях тоже. So there will be some overlap there, and it certainly wouldn't be a really reliable indicator. То есть показатель надежный, но не специфический. If you have access to an experienced cat cardiologist, then they certainly can identify pulmonary hypertension on ultrasound. Если у вас работает, или вы можете проконсультироваться с опытным кардиологом, который опытный именно у кошек, то они с помощью УЗИ могут поставить диагноз. But that is going to be quite a specialist cardiologist who's needed for that. Но должен прям быть конкретный кошачий кардиолог, очень хороший специалист. Because the changes are all on the right side of the heart, which for most of us is a very challenging area to investigate. Потому что изменения все касаются правой стороны сердца, а для всех нас именно правая сторона гораздо сложнее оценивается, и исследовать нам ее сложнее. And in terms of pressures and ejection fractions, the normal ranges in cats are not terribly well defined. Не очень хорошо определены нормы границ сердца. But certainly in pulmonary hypertension we would expect to see dilation, enlargement of the right side of the heart, the atrium and ventricle. Однако очевидно, что мы ожидаем обнаружить увеличение правого, желудочка и предсердия. And flattening of the interventricular septum, because the increased pressure in the right side is pushing it back in towards the left side, which is obviously abnormal. Также уплощение межжелудочковой перегородки, потому что повышенное давление с одной из сторон как бы смещает перегородку. There will be tricuspid regurgitation. Разумеется, будет регургитация клапана на правой стороне. And again, as a secondary consequence, there may be pleural and pericardial effusion, which would be more obvious to all of us. И как уже вторичное последствие может наблюдаться плевральный или перикардиальный выпад. So it's a difficult diagnosis to reach, but if we do suspect that there is secondary pulmonary hypertension, then potentially, if we can manage that, maybe that would help these cats a little bit. Соответственно, если нам удалось ее диагностировать, гипертензию, и мы можем попробовать ее полечить, может быть, мы как-то облегчим состояние пациента. So we could potentially think about using sildenafil. Можно думать об использовании sildenafila. That's the treatment of choice, I gather, for dogs with pulmonary hypertension. Again, I don't treat dogs. Насколько я понимаю, хоть не занимаюсь собаками, что и у собак препарат выбора для лечения легочной гипертензии. And it makes sense that it would work because it's a phosphodiesterase 5 inhibitor. И логично предположить, что он будет работать, потому что это ингибитор FDA5, which will preferentially promote vasodilation of the larger pulmonary arteries. Который прежде всего вызовет вазодилатацию крупных артерий. So there really isn't any documented evidence to support this, but the suggested dose is 1 milligram per kilogram by mouth twice or 3 times daily. Точных данных, подтверждающих необходимую дозировку, нет, но рекомендуется 1 мг на килограмм массы тела перорально, соответственно, 2-3 раза в сутки. I must admit I've never used it myself, but from what I can see, it does seem to be well tolerated from other people's anecdotal reports. Никогда сама им не пользовалась, если честно, но вроде бы по некоторым отчетам, рассказам, по опыту коллег, могу сказать, что переносится он достаточно хорошо. So a drug that we're perhaps more familiar with in both cats and dogs would be pimobendan. И другой препарат, с которым мы также хорошо знакомы, это пимовендан. That's a phosphodiesterase 3 inhibitor. Это уже ингибитор FD3. And also, as you know, has a positive inotrope effect on the heart. Также у него положительный инотропный эффект на сердце. And this may improve small pulmonary artery vasodilation. Он, в свою очередь, уже расширяет малые легочные артерии.
And so it may be helpful, although again there's no published evidence to support it. Точных данных, которые поддерживают эту гипотезу, нет, но вроде бы он хорошо переносится. But again, we do at least know that generally it's well tolerated from using it in other cardiac cases. Но мы также это знаем, потому что пользуемся им в других случаях сердечной недостаточности. So suggested dose for pimabandam is 1.25 milligrams per cat, and that would be twice daily. 1,25 миллиграмма на кошку 2 раза в сутки. And that would be the standard dose for Это cats. стандартная дозировка для кошек. So, in summary, idiopathic pulmonary fibrosis is an acute and progressive respiratory disease. Итак, для того, чтобы суммировать, что мы узнали про фиброз, это острое прогрессирующее нарушение дыхания, Or at least it presents as a relatively acute disease, although from the pathology and from the x-rays we can see that it must have a much more chronic timescale. Суть именно в том, что нарушение развивается остро, хотя если мы посмотрим на гистопатологические срезы, мы увидим, что это заболевание уже давно развивалось в организме, оно просто резко приводит к ухудшению. It causes dyspnea and cough, but also poor appetite and weight loss and a generally unwell cat presentation. К симптомам относятся диспноя, кашель, потеря аппетита и потеря веса. We're going to see it in middle-aged cats rather than young cats, so usually 8 years old and upwards. Чаще всего будет наблюдаться у кошек старше 8 лет. By the time we are investigating it, there are usually quite severe changes on X-rays, which are widespread, but quite patchy, with some areas looking more affected than others. Обследование пациента на рентгене выявляет распространенные изменения, они могут быть разнообразные и носят такой лоскутный характер, то есть где в части легких одни изменения, в части легких другие. And we will have no really significant findings on our bronchoalveolar lavage or finely aspirate samples because of the lack of inflammation. Ни тонкоигольная биопсия, ни лаваш не дадут нам никакой конкретной специфической информации. No response to corticosteroids, diuretics, bronchodilators, antibiotics. Состояние пациента не будет улучшаться от применения кортикостероидов, диуретиков, бронходилататоров или антибиотиков. And I'm afraid an inexorable progression of disease with a poor survival time. И прогноз он негативный, и к тому же средняя продолжительность жизни составляет, к сожалению, всего 5,5 месяцев. So, I'm sorry to leave you on that rather sad note. That's the end of my respiratory presentations for you for today. And I'm very happy to take any questions if you have. Извините, пожалуйста, что на такой расстройственной ноте заканчиваем наш цикл лекций про дыхательную систему, но тем не менее, если есть вопросы, готовы ответить. Так, вопросы? Может быть, инвалид, фиброз? Все испугались. I think everybody's afraid of fibrosis. I don't think there's a lot to ask because there isn't a lot we can say. Честно говоря, мы не так много можем о нем сказать, да, и так можем о нем понять много, чтобы что-то еще спрашивать, потому что непонятно, что делать. Хорошо, больше вопросов. Что-то еще касается... Может, интернет что-нибудь нас спросил, как, что, где, когда. За это время нам прислали 13 тысяч вопросов. Нет? Тоже не захотели с нами разговаривать. Тогда давайте еще раз поблагодарим Марту и... Есть? Есть вопрос. Кто-то любопытный. Можно ли сказать, что при неоплазии легких мы с меньшей вероятностью встретим легочную гипертензию, и нам это поможет хоть немного сузить дифференциальный диагноз? Yeah, I think that's reasonable, but also with neoplasia, certainly finely aspirate often is a good diagnostic for that. Да, безусловно, так можно сказать, но также важно понимать, что в случае, если у нас действительно новое образование, то биопсия даст нам много полезной информации.
Ну тогда сейчас мы позовем следующего лектора. А у вас сейчас не обед, а я что-то Нет. Хорошо. Следующая лекция будет посвящена филотораксу. Наш лектор Дмитрий Ненецкий, это врач-хирург, хирург-онколог ветеринарной клиники «Белый клык». Здравствуйте, коллеги. Рад всех приветствовать. Я очень благодарен организаторам, что они меня сюда позвали. Значит, я не буду на самом деле рассказывать там непосредственно про хирургическое лечение хилоторакса. Поговорим немножко о самой этой патологии в целом. Понятно, что хилоторакс – это скопление хилиозной жидкости внутри плевральной полости. Причины могут быть совершенно разнообразными. Да? Это может быть какой-то травматический хилоторакс, то есть нарушение целостности грудного лимфатического протока. Это могут быть какие-то ятрогенные повреждения, то есть чисто теоретически при какой-то торакальной операции мы можем нанести травму. Да? Например, при операциях при открытом артериальном протоке у человека считается, что хилоторакс – это достаточно распространенное осложнение, потому что грудной лимфатический проток заворачивает налево как раз примерно в этой области. То есть при рассечении средостей его можно травмировать. Соответственно, мы можем иметь проблемы, связанные с правосторонней сердечной недостаточностью, да, застоев правых отделов, в связи с констриктивным перикардитом. Есть описанные случаи венозного тромбоза. Понятно, что новообразования могут быть причиной возникновения хилоторакса у животных. Кроме этого, из редких причин рассматривается заворот доли легкого. Есть одна публикация по поводу хилоторакса в связи с заворотом доли легкого у кошки. У нас относительно недавно была кошка с подтвержденной хиатальной грыжей, хилиозным выпадом в плевральную полость, которая разрешилась после операции по поводу пластики хиатальной грыжи, но мы, как водится, недостаточно качественно оформили этот клинический случай, поэтому сослаться на него я не могу. И самое главное, в общем-то, и самое распространенное – это ситуация, с которой мы часто сталкиваемся, когда доктор идиот. Соответственно, идиопатический хилоторакс, мы абсолютно не понимаем, в чем причина развития проблемы, да, нету какого-то четкого патофизиологического механизма, воздействию на который мы можем предложить оптимальный вариант лечения. Потому что если, условно говоря, у нас, например, есть новообразование в средостении, да, и мы знаем, что оно вызывает компрессию краниальной полой вены или там даже инвазию имеет, мы абсолютно четко себе понимаем, что причиной повышения давления вот этого хилиозного выпада является компрессия. Соответственно, мы планируем хирургическое лечение и воздействуем непосредственно на механизм, да, или там, не знаю, констриктивные перикардиты. У животного есть, мы выполняем перикардэктомию и, в общем-то, решаем проблему. А здесь почему произошло непонятно, поэтому что делать тоже непонятно. И поэтому есть огромное множество этих разнообразных вариантов лечения и комбинаций лечения. Это не потому, что всем так интересно что-нибудь с этим новое делать, потому что никто не знает, как делать на самом деле надо. Соответственно, клинические признаки, они не являются специфическими непосредственно для хилоторакса, да, то есть любой объем в плевральной полости, да, любой гидроторакс, неважно, какая там будет жидкость, будет вызывать респираторные нарушения, животное будет с тахипноей, возможно, цианотичное. На самом деле картинка из какой-то книжки по ветеринарной отоларингологии, они там прям на первой странице ее поместили. Вот смотрите, эта кошка точно с респираторным нарушением. Посмотрите, какие у нее расширенные глаза и страты на морде. Да. Что там эти японцы или, наверное, китайцы все-таки себе думали, когда ее лепили, поэтому... Соответственно, рентгенография для нас будет, безусловно,
безусловно, важным методом исследования. Ну, во-первых, мы можем подтвердить наличие плеврального выпада, во-вторых, если есть какая-то причина, потенциально являющаяся, ну, которая вызывает хилоторакс, да, там те же самые объемные образования какие-то, да, или завод легкого, все это можно рентгенографически подтвердить. Но вот хиатальную грыжу тоже иногда можно, но чаще нельзя. Ну, в смысле, не удается, к сожалению. Вот. Соответственно, торакоцентез это одновременно и лечебная, и диагностическая процедура для этих пациентов, потому что мы, с одной стороны, убираем жидкость из плевральной полости, да, облегчаем дыхание пациенту, убираем симптомы. С другой стороны, мы получаем материал для исследования. Жидкость, как правило, имеет такой достаточно характерный внешний вид, молочно-белый или розового цвета. Некоторые доктора сравнивают ее с напитком мужетель. Ну, по крайней мере, я очень часто такое слышал. Вот, картинка из интернета, мы, конечно же, так не делаем, мы всегда все делаем в перчатках. Ну, или почти всегда. Вот. Ну и, соответственно, после того, как мы эту жидкость получили, ее надо поисследовать. Определяется уровень триглицеридов в сыворотке крови и в выпоте, да, если в сыворотке крови, ну, выпоте он выше, чем в сыворотке, это хематоракс, ну, истинный хематоракс, да, холестерин в сыворотке при этом должен быть не выше, чем в выпоте. Вот хилометрон — это протеины, которые, ну, в общем-то, синтезируются в тонком кишечнике и потом как раз попадают в лимфу и при наличии проблемы могут обнаруживаться в плевральном выпоте, и их можно найти, вот, если покрасить красителем сюда 3 красно-оранжевый, если верить Википедии. Я, конечно, сам не знаю. Соответственно, в некоторых источниках еще есть такая вот описанная методика, как называется, тест с клиренсом эфира, когда эфир как вот в вот эту вот жидкость, она должна жиры осаждать. Но при этом же я нашел в одной из статей, что сейчас этот метод уже не используется широко, потому что его нельзя интерпретировать адекватно. Вот. Ну и, соответственно, если у нас какая-то есть жидкость, не глупо ее поисследовать, да, то есть биохимический анализ провести цитологию. Но сам по себе хилезный выпад — это модифицированный транссудат, да, соответственно, у нас там будет белок 4 грамм на литр, такая клеточность, ну, вообще достаточно высокая. И, как правило, ну, такая типичная картина хилоторакса — это большое количество малых лимфоцитов, могут быть там жир там висеть, но, соответственно, если это процесс хронический, он постепенно может переходить в воспаление, да, мы уже будем там видеть дегенеративным нейтрофилом, макрофагом, то есть воспалительный процесс. И с этим, в общем, связаны и проблемы, часто, которые мы имеем у животных с хилотораксом, не лечены в течение длительного времени. Ну и, соответственно, на фоне хилоторакса возникает плеврит рано или поздно, и если пытаться оперировать кошку, которую до этого 6 недель лечили торакоцентезами безуспешно, скорее всего, на момент операции мы будем у нее уже видеть там фибринозный или осункованный плеврит, так называемый. И даже разрешение проблемы со скоплением жидкости, оно, в общем, все равно не приведет к улучшению дыхания, потому что легкие уже все равно свой нормальный эффективный объем не восстановят. Вот. Ну и, конечно же, каждый раз, когда мы видим кошку, надо думать о лимфоме, независимо от ее возраста, пола и породы. Вот. Соответственно, вот эту вот жидкость, которую мы получаем при торакоцентезе, мы всегда отправляем нашему цитологу, чтобы искать там какие-то атипичные клетки. Но даже если атипичных клеток не находится, ну, тут такой спорный момент, да, у нас нет такого протокола ни в клинике, ни, в общем-то, с онкологами других клиник обсуждали этот вопрос, но, тем не менее, вот этот вот жир, который куча лимфоцитов, в принципе, мы можем ее отправить на ПЦР для определения клональности. То есть, если мы не видим атипичных клеток в выпоте, но при этом нам подтвердят, что там клональная популяция лимфоцитов, в принципе,
ну, с плюс-минус можно думать, что все равно это у животного лимфома. Но и опять же тогда пациенту не показано какое хирургическое лечение. Вот. Особенно это актуально, вот эта вся дотошность в поисках опухолей для взрослых животных, потому что у нас, ну, я не могу сказать, что в белом клыке очень хорошие результаты по поводу лечения именно кошек с хилотораксом хирургического, и большой процент это вот возрастные кошки с выпадом, как мне кажется, недодиагностированные, которые очень-очень плохо переживали хирургические вмешательства или не переживали их вовсе. Вот. Значит, дальше, по поводу диагностики. Ну, лимфангиография это такой метод, чтобы визуализировать непосредственно грудной лимфатический проток, может быть, какие-то анатомические варианты, соответственно, контраст можно вводить в подколенные лимфоузлы, можно в мезентериальные лимфоузлы, но для введения мезентериальной лимфоузлы необходимо выполнить либо какую-то, либо лапаротомию, либо лапароскопические системы, в принципе, можно делать. Ну, соответственно, ее содержащий контраст выводится. Как альтернативу можно рассматривать КТ-лимфангиографию, можно делать под рентгеноскопией. Ну, по большому счету, вот при нынешних рекомендуемых хирургических техниках для лечения хилоторакса особой нужды в этом исследовании нет. Вот. То есть очень многие доктора, которые относительно постоянной основе оперируют таких животных в настоящий момент, лимфангиографию не проводят, рутинно, по крайней мере. Вот. Ну и что касается лечения. Значит, есть варианты консервативного лечения описанные, да, то есть необходимо помнить, что травматический хилоторакс, в общем-то, может и, скорее всего, даже и разрешиться самостоятельно в течение 1, максимум 2 недель. Вот, поэтому такого пациента надо быстрее оперировать, пока он сам не выздоровел. Вот. Если этого не происходит, тогда, скорее всего, это не травматический хилоторакс, а идиопатический. Вот, описано применение рутины. Вот в таких вот дозировках у кошек в целом достаточно неплохая, эффективная, да, то есть до 67% пациентов отвечали на такое лечение. Опять же, какая-то низкожировая диета, по большому счету мы больше ничего тут не предложим. Вот с актериотидом еще есть статья сравнение за 2012 год, сравнение методов хирургических и нехирургических эффективности. Самая высокая эффективность у применения рутины, у кошек, это для кошек и для собак. Вот. И хирургическое лечение. Вариантов хирургического лечения, как я уже говорил, существует великое множество, и, в общем-то, в основном потому, что никто не знает, что на самом деле надо делать. Значит, основное, что приходит в голову в первую очередь, да, что если что-то течет из грудного лимфатического протока, его надо перекрыть. Поэтому вот. Соответственно, основной наиболее распространенный метод хирургического лечения – это лигирование грудного лимфатического протока. Там, опять, может быть достаточно большое количество вариантов. Это есть техники непосредственно с выделением грудного лимфатического протока, да, и с его прокрашиванием, его там надо найти и завязать один. Можно нитками, можно клипсами. Есть варианты инболт лигирования, так называемого, то есть когда завязывается все от аорты до симпатического ствола, то есть вся эта вот часть кругового средостения. В последнее время часто стали рекомендовать, есть еще варианты абляции при применении, есть такая разновидность биполярной коагуляции, это vessel sealing devices, это, соответственно, приборы, которые не коагулируют, а запаивают просвет сосуда. Соответственно, лигашурин, сил, достаточно много разных разновидностей. Вот, можно непосредственно вот эти вот приборы использовать, то есть и запаивать сам проток, если его удалось найти, или средостение на определенном промежутке, вот этим биполяром.
Вот, в последнее время я достаточно много уже с коллегами общаемся, в том числе на эту тему, я имею в виду хилоторакс. Многие стали рекомендовать запаивать седостей не только над аортой, но еще и под аортой, как какой-то вот объем ткани, потому что если все-таки проводить лимфангиографию, то находятся там какие-то мелкие бранши вот этого грудного лимфатического протока, которые под аорту уходят. Хотя это такая нетипичная анатомическая локализация. Вот. Значит, обычно есть статьи, которые описывают перикардэктомию в монорежиме, да? Мы сейчас про идиопатический хилоторакс говорим. Вот. Но в основном он описывается либо субтотальная перикардэктомия, либо фенестрация перикарда в комплексе с лигированием грудного лимфатического протока или в комплексе с еще какими-то методами лечения. Витализация, это, соответственно, проведение сальника из брюшной полости в плевральную для осуществления дренажа. Плевроперитониальное шунтирование – это установка непосредственно с шунта с дренажной трубки с клапаном. Абляция цистерны хили – это разрушение в брюшной полости самой цистерны, в которой собирается лимфа от лимфатических сосудов брыжеечных. Вот. Плевральный плак – это вот один из вариантов постоянного плеврального дренажа, который, где не наружу он выводится, а, соответственно, под кожей оставляется силсайд порт. Вот, это вот есть еще плевродез. Опять же, некоторые коллеги, особенно у нас, нередко его рекомендуют как самый лучший метод. Но, честно говоря, я даже не стал его сюда включать, потому что, как мне кажется, плевродез это такая штука. Последнее, что мы сделаем в плевральной полости у любого пациента, после этого там уже ничего не сделаешь. Вот. Для себя мы выработали примерно вот такую вот схему, да? То есть методом первого выбора является лигирование грудного лимфатического протока плюс-минус перикардэктомия, одна из ее разновидностей. Перикардэктомия, фенестрация, это, соответственно, небольшое окно в перикарде, субтотальное, это то, что диафрагмальный нерв убирается. Бананопил – это вот техника, когда выполняется фенестрация перикарда, а потом перикард разрезается до диафрагмального нерва, получается такая кожура от банана. Достаточно эффективная методика, потому что намного быстрее по времени, чем субтотальная перикардэктомия, и проще делать, поэтому эффект абсолютно такой же, потому что листы потом происходит контракция, они сжимаются, сердце обнажается практически полностью. То есть эффективность станет почти такая же, как при субтотальной. Вот, с лигированием, либо запаиванием, то есть использование вот этого биполяра, либо блок лигирования, когда вообще все, что под руку попалось, все перевязывается. Соответственно, в настоящий момент я предпочитаю делать торакоскопическое лигирование, потому что каких-то дополнительных сложностей технических это не приносит, при этом хорошая визуализация, меньше травм. Вот. Соответственно, следующим этапом, если неэффективно лигирование, плюс-минус перикард, можно выполнить абляцию цистерны хили. У средних и крупных собак, опять же, достаточно хорошо ее делать торакоскопически, лапароскопически, потому что она находится практически за левым надпочечником, туда довольно удобный доступ и при лапароскопии и собаку распахивать не надо. Вот. Если это неэффективно, тогда плевральный порт оставлять. В некоторых случаях можно, бывают разные ситуации, когда владельцы не готовы на риски, ассоциированные с хирургическим лечением, с потенциальную стоимость госпитализации в отделении интенсивной терапии, тогда мы убираем все, оставляем один плевральный порт сразу. То есть, в целом это довольно, по крайней мере у кошек, это довольно эффективная история. Вот. Опять же, возвращаясь к этому, к статье Амета Симка, они сравнивали эффективность разных способов лечения. Вот.
Ну, получается, что с одной стороны, вроде лигирование в монорежиме дает такие достаточно низкие результаты по сравнению с лигированием перикардоктомией или лигированием или перикардиальным окном, с комбинационными вещами. С другой стороны, если посмотреть повнимательнее, получается, что на самом деле лигирование с перикардоктомией